Амоксиклав – антибиотик широкого спектра действия. Содержит полусинтетический пенициллин, амоксициллин и клавулановую кислоту. Данная комбинация обеспечивает высокую бактерицидную активность амоксиклава, в том числе в отношении штампов микроорганизмов, резистентных к амоксициллину. Таким образом, амоксиклав действует бактерицидно на широкий спектр грамположительных и грамотрицательных бактерий. Показания. Лечение инфекционно-воспалительных заболеваний, вызванных чувствительными к препарату микроорганизмами. Инфекции верхних отделов дыхательных путей и лор-органов, в том числе острый и хронический синусит, острый и хронический отит, тонзиллит, фарингит. Инфекции нижних отделов дыхательных путей, в том числе острый бронхит с бактериальной суперинфекцией, хронический бронхит, пневмония. Инфекции мочевыводящих путей, гинекологические инфекции, инфекции кожи и мягких тканей, инфекции костей и суставов, инфекции желчных путей, холецистит, холангит, одонтогенные инфекции. Способ применения и дозы. Принимают внутрь. Режим дозирования устанавливается индивидуально, в зависимости от возраста, массы тела, функции почек пациента, а также от степени тяжести инфекции. Препарат амоксиклав рекомендуется принимать в начале еды до оптимальной абсорбции и уменьшения возможных побочных эффектов со стороны пищеварительной системы. Курс лечения составляет 5-14 дней. Продолжительность курса лечения определяется лечащим врачом. Лечение не должно продолжаться более 14 дней без повторного медицинского осмотра. Взрослые и дети от 12 лет и старше или с массой тела 40 кг и более. Для лечения инфекции легкой и средней степени тяжести одна таблетка 250 мг плюс 125 мг каждые 8 часов, 3 раза в день. Для лечения тяжелых инфекций и инфекций органов дыхания одна таблетка 500 мг плюс 125 мг каждые 8 часов, 3 раза в день. Или одна таблетка 875 мг плюс 125 мг каждые 12 часов, 2 раза в день. Поскольку таблетки комбинация амоксициллина и клавулановой кислоты по 250 мг плюс 125 мг и 500 мг плюс 125 мг содержат одинаковое количество клавулановой кислоты 125 мг, то две таблетки по 250 мг плюс 125 мг не эквивалентны одной таблетке 500 мг плюс 125 мг. Прием препарата амоксиклав следует осуществлять с осторожностью. Необходимо проводить регулярный контроль функций печени. Не требуется коррекции режима дозирования для пациентов пожилого возраста. У пожилых пациентов с нарушением функции почек дозу следует корректировать так, как и для взрослых пациентов с нарушением функции почек. Противопоказания. Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Повышенная чувствительность в анамнезе к пенициллинам, цефалоспорином и другим бета-лактамным антибиотикам. Холестатическая желтуха и другие нарушения функции печени, вызванные приемом амоксициллина квалулановой кислоты в анамнезе. Инфекционный мононуклеоз и лимфолейкоз. Детский возраст до 12 лет или с массой тела менее 40 кг. С осторожностью. Псевдомембранозный колит в анамнезе. Заболевание желудочно-кишечного тракта. Печеночная недостаточность. Тяжелое нарушение функции почек. Беременность. Период лактации. При одновременном применении с антикоагулянтами. Особые указания. Перед началом лечения необходимо опросить пациента для выявления в анамнезе реакции гиперчувствительности на пенициллины, цефалоспорины или другие бета-лактамные антибиотики. У пациентов, имеющих повышенную чувствительность к пенициллинам, возможны перекрестные аллергические реакции с цефалоспориновыми антибиотиками. При курсовом лечении необходимо проводить контроль за состоянием функции органов кроветворения, печени, почек. У пациентов с тяжелыми нарушениями функции почек требуется адекватная коррекция дозы или увеличение интервалов между приемом дозы. С целью снижения риска развития побочных эффектов со стороны желудочно-кишечного тракта следует принимать препарат во время еды. Возможно развитие суперинфекции за счет роста нечувствительной к амоксициллину микрофлоры, что требует соответствующего изменения антибактериальной терапии. У пациентов с нарушениями функции почек, а также при приеме высоких доз препарата, могут проявляться судороги. Не рекомендуется применять препарат у пациентов с подозрением на инфекционный мононуклеоз. При возникновении антибиотика-ассоциированного колита следует немедленно отменить прием препарата амоксиклав,
обратиться к врачу и начать соответствующее лечение. Препараты, тормозящие перистальтику в подобных ситуациях, противопоказаны. У пациентов со сниженным диурезом очень редко возникает кристаллурия. Во время применения больших доз амоксициллина рекомендуется принимать достаточное количество жидкости и поддерживать адекватный диурез для уменьшения вероятности образования кристаллов амоксициллина. Лабораторные анализы. Высокие концентрации амоксициллина дают ложноположительную реакцию на глюкозу мочи при использовании реактива Бенедикта или раствора Феллинга. При развитии нежелательных реакций со стороны нервной системы, например, головокружение, судороги, следует воздержаться от управления автомобилем и занятиями другими видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций. Применение при беременности и кормлении грудью. При беременности и в период лактации препарат применяют только в том случае, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Амоксициллин и клавулановая кислота в небольших количествах проникают в грудное молоко. У младенцев, получающих грудное вскармливание, возможно развитие сенсибилизации, диареи, кандидоза слизистых оболочек полости рта. При приеме препарата амоксиклав необходимо решить вопрос о прекращении грудного вскармливания. Побочные действия. Со стороны желудочно-кишечного тракта. Очень часто. Диарея. Часто. Тошнота, рвота. Тошнота чаще всего наблюдается при приеме внутрь высоких доз. Если нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта подтверждены, они могут быть устранены, если применять препарат в начале еды. Нечасто. Расстройство пищеварения. Очень редко. Антибиотика-ассоциированный колит, в том числе геморрагический колит и псевдомембранозный колит. Гастрит, стоматит. Нежелательные реакции со стороны печени наблюдались главным образом у мужчин и пациентов пожилого возраста и могут быть связаны с длительной терапией. Данные нежелательные реакции очень редко наблюдаются у детей. Со стороны крови и лимфатической системы. Редко. Обратимая лейкопения, включая нейтропению. Тромбоцитопения. Очень редко. Обратимый агранулоцитоз. Гемолитическая анемия. Обратимое увеличение протромбированного времени. Обратимое увеличение времени. Кровотечение. Эозинофилия. Тромбоцитоз. Со стороны нервной системы. Нечасто. Головокружение. Головная боль. Очень редко. Судороги. Могут проявляться у пациентов с нарушением функции почек, а также при приеме высоких доз препарата. Обратимая гиперактивность, асептический менингит, чувство тревоги, бессонница, изменение поведения, возбуждение. Со стороны кожи и подкожных тканей. Нечасто. Кожная сыпь, кожный зуд, крапивница. Редко. Мультиформная эксудативная эритема. Лекарственное взаимодействие. Антациды, глюкозамин, слабительные лекарственные средства, аминогликозиды. Замедляет абсорбцию. Аскорбиновая кислота повышает абсорбцию. Диуретики, аллопуринол, фенилбутазон, нестероидные противовоспалительные препараты и другие лекарственные средства, блокирующие канальцевую секрецию, пробеницид, повышают концентрацию амоксициллина. Клавулановая кислота выводится в основном путем клубочковой фильтрации. Одновременное применение препарата амоксиклав и пробеницида могут приводить к повышению и перистенции в крови уровня амоксициллина, но не клавулановой кислоты, поэтому одновременное применение с пробеницидом не рекомендовано. Одновременное применение препарата амоксиклав и метотрексата повышает токсичность метотрексата. Применение препарата совместно с аллопуринолом может привести к развитию кожных аллергических реакций. Препарат амоксиклав снижает эффективность пероральных контрацептивов. Условия хранения и срок годности. Препарат следует хранить в сухом, недоступном для детей месте, при температуре не выше 25 градусов. Срок годности 2 года.